Друзья, всем привет! Я прошу вас досмотреть до конца это видео, оно очень важное. Это видео благодарность. Это благодарность вам, моим зрителям. Спасибо за то, что смотрите, спасибо за то, что помогаете, спасибо за то, что участвуете в моих проектах. Я расскажу вам про эти проекты, которые мы смогли профинансировать благодаря вам. 2 недели назад я запустил фонд «Внимание». Кто не помнит, я прошу посмотреть в подсказочках, посмотреть видео, где я этот фонд презентовал. Сегодня я хотел бы вам рассказать, каких результатов нам удалось добиться за первые 2 недели. Это своеобразный отчет о деятельности фонда, как я вам и обещал. Немного предыстории, если вы пропустили, если не смотрели мое первое видео, не понимаете, о чем речь. В разных городах, в разных регионах России уничтожают малозаметные детали, уничтожают памятники архитектуры, уничтожают историческую среду. Обычно это никто не замечает. Мы все уже привыкли, никого это не возмущает. Когда там в здание 19 века вставляют металлические двери или пластиковые окна, когда старые фонари или ограды отправляют на переплавку. Это происходит незаметно. Люди не выходят на улицу, люди не защищают свои дома. Многие сами с радостью выкидывают витражи в своей парадной, в своем подъезде, продают их и ставят безликие пластиковые стеклопакеты. Обычно эти истории не волнуют никого, кроме немногочисленных активистов, градозащитников. Сегодня у нас на всех уровнях отсутствует культура уважения к историческому наследию. Ради личного комфорта люди безвозвратно портят фасады зданий, делают пристройки, вешают блоки кондиционеров, меняют окна, двери. Собственники коммерческих помещений совершенно спокойно прорубают проем, чтобы было удобнее входить. Какая разница, кто там что запроектировал, какая разница, кто там что построил. Нам же вход нужен. Городские власти сносят целые исторические кварталы, отдают под застройку коммерческой недвижимостью площади, парки, меняя панорамы городов, уничтожая наследие. И, к сожалению, сегодня в России отсутствует какая-либо централизованная помощь неравнодушным людям. Очень сложно что-то изменить, очень сложно что-то сохранить, потому что поддержки нету ни среди жителей, поддержки нету ни со стороны государства. Тем не менее, в нашей стране много активистов, много небезразличных людей, которым не все равно и которые думают о том, какую страну они оставят детям. Чтобы изменить ситуацию хоть немножко, я основал фонд «Внимание», который будет содействовать сохранению и восстановлению российских городов. Мы оказываем адресную помощь собственникам зданий и городским активистам. Задача простая – сохранить историю и культуру России для потомков. Сейчас сложилась такая ситуация, что особенно в регионах она печальная, когда наследие оно исчезает на наших глазах. И часто причиной этому просто отсутствие средств, отсутствие помощи. Потому что никто не поможет зданию, никто не поможет дому. Есть много фондов, которые помогают люди, и действительно это очень важная работа, потому что нужно помогать детям, нужно помогать старикам, нужно помогать ближнему, который попал в беду. Но нужно помогать и среде, нужно помогать городам, потому что города, они воспитывают людей, потому что очень важно, в какой среде растут наши дети, важно, кем они вырастут. Важно, кем они будут. И, к сожалению, сегодня во многом городская среда, историческая среда, она меняется, историческое наследие утрачивается, в том числе из-за того, что просто элементарно нет денег. Я встречал много историй, когда собственник здания, он и хотел бы как-то сохранить. Он понимает ценность своего дома, он понимает ценность своей двери, но дверь прогнила, дует, изо всех щелей дует, а у него просто нет денег, ему некуда пойти. Он не может это сделать. Я знаю много ситуаций, когда с подобным сталкивались власти, особенно маленьких, небольших городов, когда просто в бюджете нету денег. И мэр какого-то города небольшого с дефицитным бюджетом, он не может сохранить старые кованые ворота. Потому что если он потратит на них 80, 100, 200 тысяч рублей на сохранение красивых ворот, но у него сразу же напишут в прокуратуру жители, потому что там в больнице крыша течет, и человека посадят, начнутся проверки. Он просто не может, сегодня нету инструментов. Поэтому я очень надеюсь, что фонд, который я основал, он поможет сохранить хоть что-то. Мы по крупицам сейчас со всей страны собираем заявки. Мы пытаемся финансировать, мы пытаемся что-то сохранять, что-то воссоздавать. К сожалению, очень много было утрачено. Много было утрачено безвозвратно, но еще многое осталось. И вот это оставшуюся красоту, оставшуюся культуру, осколки нашей истории, культуры, до чего обычно никому нету дела, мы будем собирать, мы будем сохранять, мы будем восстанавливать.
И, собственно, про это фонд «Внимание», который я основал. 2 недели назад я записал ролик и попросил вас помочь. Это много, за 2 недели мы собрали 644 тысячи рублей, 1099 пожертвований, 1099 человек откликнулись на мою просьбу, перевели деньги, и средняя сумма пожертвования вот 586 рублей. Я хочу сказать спасибо всем этим людям, которые не прошли мимо, не остались равнодушными, перевели деньги. И сегодня я расскажу, что мы с этими деньгами сделали. Я расскажу вам про эти проекты, которые мы смогли профинансировать благодаря вам. Первый проект из Вологды. Это совершенно замечательный дом, памятник архитектуры начала 20 века, дом Красильникова. Это уникальный в сохранившемся наследии города вологодский тип доходного дома. Он украшен богатой резьбой, посмотрите на этот замечательный дом, 2 этажа с балкончиком. В пышном декоративном убранстве этого дома сочетаются псевдорусские мотивы и элементы стиля модерн. Вообще в Вологде с деревянной архитектурой и все печально грустно, потому что горело, уничтожалось, многое утрачено уже безвозвратно, но уже, к счастью, что-то начинают по крупицам собирать, восстанавливать. И вот мы помогаем этому проекту. Посмотрите на эти двери. Они частично утратили элементы декора, но, к счастью, они сохранились. Это первоначальный вариант дверей. И мы профинансировали восстановление этих дверей. Мы с вами профинансировали восстановление этих дверей. Слово местным активистам, кто этим занимается. Всем привет! Это Вологда, дом на Благовещенской, 22. Мы стали участниками проекта фонда «Внимание» по благоустройству, по ремонту дверей замечательного деревянного дома, которыми славится наша Вологда. Это дом с виноградом, которому благодаря фонду «Внимание» мы собрали средства, и теперь он будет обновленным. Давайте мы его вам покажем. Это будет не единственная помощь дому. Мы еще в рамках проекта Том Сойер Фест волонтерскими силами будем красить дом. И сейчас уже нашли средства на краску. Так что благодаря фонду «Внимание», волонтерам и проекту Том Сойер Фесту наш памятник обретет новый обновленный вид. Давайте мы вам покажем, что представляют сейчас с собой двери. Средства уже собраны, договор с подрядчиком заключен. Это реставрационная организация, так как дом у нас является объектом культурного наследия. Часть виноградных гроздей, это украшения в стиле модерн, были утрачены. Некоторые элементы просто обвалились. Но в целом двери исключительно, они аутентичны. Это столетней давности дом. Вот даже можно посмотреть, какие прекрасные ручки сохранились. Они еще дореволюционные. Второй проект — это Самарская область, село Богатое, старая почта конца 19 века, стиль эклектика с элементами русского стиля. В общем, красивое здание, очень крутое, прямо украшение села. Сейчас этот объект пустует, он заброшен, но в будущем здесь планируется открыть районный краеведческий музей. Конечно, нету денег на его восстановление, нету денег, чтобы привести все это в порядок. Состояние сейчас ветхое, осыпается старая краска, открывшаяся древесина подвержена климатическому воздействию. В общем, дом нужно срочно спасать. Сейчас первым делом необходимо покрасить здание, чтобы защитить дерево, восстановить резьбу в некоторых местах, отремонтировать карнизы и заваленку. Мы профинансировали эти работы благодаря вам. Спасибо вам. Слово местным активистам. Всем привет, с вами село Богатое из Самарской области. Я Утенков Максим, организатор фестиваля Том Сойер Фест в селе Богатое. Я являюсь волонтером фестиваля уже 4-й год, и в этом году я решил провести фестиваль у себя в селе. Мы реставрируем здание старинной почты, она находится за мной, и прямо сейчас на нем идут работы. Познакомимся с нашим объектом поближе. Это здание старинной почты. До революции здесь располагалась винная лавка, местная купеческая, а уже в советское время здесь расположилась почтово-телеграфная контора. В этом году нам помогает фонд восстановления культурного наследия, фонд «Внимание». С помощью фонда мы планируем восстановить наиболее сложные элементы нашего здания. Например, мы собираемся восстановить заваленку. Увы, она сейчас выглядит вот так вот, обита жестянкой, которая вся помялась. Под жестянкой находится старая заваленка, уже сгнившая.
Мы планируем разобрать полностью каркас, засыпать все это дело керамзитом и обшить вагонкой и покрасить. Также мы планируем восстановить старинные резные кронштейны, которые когда-то находились под карнизом здания. Вот вы видите, парочку сохранилось, но они все обломаны, и фонд внимания нам поможет их тоже восстановить. Один кронштейн я уже снял и на неделе отдам его для обмеров резчику. Это второй фасад здания почты, который мы восстанавливаем в этом году в рамках фестиваля Tom Sawyer Fest. На этом фасаде мы также планируем восстановить старую заваленку, которая уже полностью утрачена. И также нам фонд внимания поможет с приобретением покрасочных покрытий. Сейчас на объекте идут работы, зачистка краски. Нас, увы, в селе не так много волонтеров, но у людей тоже есть свое хозяйство, нужно заниматься домашними делами, но люди приходят иногда по 8-10 человек. К нам в этом году уже приезжали самарцы и нас очень вдохновили тем, что старинное наследие необходимо, всем необходимо. Следующий проект в Вятке, или как официальный город называется, Киров. Это дом купцов Клобуковых. Он был построен в 1861 году. Здание представляет большую историческую ценность. В этом доме находился Вятский художественный музей, в числе основателей которого были братья Васнецовы, между прочим. Сейчас волонтеры начали работы по реставрации фасада и боковой стены. Им не хватало денег на ремонт кровли, восстановление водосточной системы и дальнейшую очистку фасада. И мы собрали эти деньги, мы им отправили деньги, профинансировали эти работы. Благодаря вам сейчас дом будут восстанавливать, будут делать необходимые работы. И четвертый проект, на который мы смогли собрать деньги, который мы уже полностью финансируем, это город Бузулук, Оренбургская область. Вообще потрясающее место. Я там не был, но собираюсь сюда поехать. Это дореволюционный, традиционный бузулукский дом. Здесь тоже смешались несколько стилей, модерн и с элементами русского стиля. В доме частично утрачен декор, совсем другие наличники. Собственно, мы профинансировали восстановление оригинальных наличников на этом доме. Бузулук, Оренбургская область, дом по улице Кирова, 35. Через фонд внимания собирали деньги на декор и на восстановление наличников вот на этом самом доме. Тут 5 окошечек. Наличники были утрачены еще в 90-е годы, но мы нашли случайно фотографию, по которой будем восстанавливать рисунок. Дом восстанавливается в рамках проекта Tom Sawyer Fest Бузулук. Сейчас мы зачищаем, потом грунтуем и красим дом, но декор, резьба – это та работа, которой должны заниматься профессионалы. Мы обратились в фонд внимания, и буквально через 2 недели деньги были собраны, за что огромнейшее спасибо им. В середине сентября дом должен быть уже полностью готов. Мы обязательно отчитаемся, выложим фотографии и будем все рассказывать у себя в группе ВКонтакте. Это 4 объекта, которые мы профинансировали благодаря вам. Еще раз большое спасибо, кто поддержал фонд. На этом работа, конечно, не заканчивается. Объектов много, нам присылают просто десятки заявок. Мы сейчас очень осторожно все эти заявки отбираем. И в очереди у нас еще 3 объекта, на которые мы в настоящий момент собираем деньги. Я хотел бы вам коротко про эти объекты рассказать. Во-первых, очень хочется собрать деньги на восстановление вывесок в Сыктывкаре. Там потрясающие советские неоновые вывески. Я думаю, они хорошо вам знакомы. В детстве вы наверняка видели это на фасадах домов в обычных микрорайонах. Они были по всей стране, но сейчас, конечно, все это утрачено. Но в Сыктывкаре они в каком-то виде как-то выжили, дошли до 2018 года. Потрясающие 2 советские вывески. Вот посмотрите на эти дома, посмотрите на эти вывески. И хочется их сохранить. Сохранить хотят жители дома, сохранить хотят городские власти, но, к сожалению, нету денег, чтобы профинансировать эти работы. Нужна довольно большая сумма, это 673 тысячи рублей. Я понимаю, это большие деньги, особенно по сравнению с другими проектами, но я уверен, мы в ближайшее время эти деньги соберем и сохраним эти вывески, опять же, для будущих поколений, потому что это часть истории города, это часть среды, в которой мы жили. И мне кажется, круто, если такие элементы в разных городах, в разных местах будут присутствовать, чтобы наши дети видели, как была городская среда, когда в нашем детстве, когда мы с вами жили. Очень крутой объект, который мы сейчас собираем деньги, я думаю, вы про него слышали.
Это так называемый дом со львом. Это крестьянский дом с расписным интерьером, уникальная роспись, уникальный дом. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Юлия Терехова, я искусствовед из Санкт-Петербурга. Вместе с фондом «Внимание» мы собираем деньги на реставрацию знаменитого дома со львом. Этот дом находится в селе Поповка в Саратовской области. Он стал известен благодаря тому, что в начале 20 века неизвестный мастер украсил его живописью от пола до потолка. В доме нарисован лев, ангел, орел, закрашенный бык, херувим, Георгий Победоносец и другие интересные существа. Пожалуй, что другого такого дома в России нет. В этом году нам удалось собрать 700 тысяч на первый этап реставрации дома. 25 июля реставрация началась. И вот буквально сейчас мастера снимают обшивку и устраивают для дома новый фундамент, потому что дом очень сильно просел. Когда первый этап реставрации дома будет закончен, мы закроем дом временной кровлей, таким коробом из баннерной ткани. Хотим расписать его граффити, и в таком виде дом уйдет на следующие реставрационные сезоны до поступления новых средств. А с фондом «Внимание» мы хотим собрать деньги на смену обшивки и на реставрацию резьбы. Обшивку мы будем менять не полностью, а только ту, которая находится в плохом состоянии. То же самое будет и с резьбой. Напоминаю, что это не коммерческий проект, музей бесплатный, и мы всех приглашаем в село Поповка в гости. Посмотрите на дом со львом, приезжайте. Ну и третий проект, на который мы собираем, это небольшой дом в Челябинске. Его тоже чудом удалось сохранить, важный элемент исторической среды. Вот так выглядит этот дом. У сегодняшних владельцев, к сожалению, нет возможности привести его в порядок. Власти, конечно, не дадут на него ни копейки. Они спят и видят, чтобы этот дом разрушился, чтобы его снести, построить здесь очередной многоэтажный муравейник. Но мы с вами можем поддержать, нужна не такая большая сумма, просто привести его немножко в порядок, чтобы он был украшением города, чтобы он был частью исторической среды, той маленькой частью, которая сохранилась до наших дней. Большая часть, конечно, утрачена, как это обычно бывает. Но вот этот дом можно, на мой взгляд, и нужно сохранить. Вот, собственно, 4 проекта, на которые мы за 2 недели собрали деньги. 3 проекта, на которые сейчас идет активный сбор. Я думаю, возможно, когда вы смотрите этот ролик, появился еще проект. Поэтому, пожалуйста, зайдите на сайт, посмотрите проекты, которые сейчас есть, выберите, которые вам нравятся, и профинансируйте его. Этим вы сделаете Россию лучше. Как помочь, как поддержать, часто спрашивают меня люди, когда смотрят вот на подобные видео, когда слушают эти истории про эти дома. Лучше всего, если вы оформите ежемесячное пожертвование. Ежемесячное пожертвование – это подписка. Вы выделяете какую-то сумму, которую вам не жалко каждый месяц, чтобы она автоматически у вас списывалась и шла нам в фонд. Для кого-то это 500 рублей, для кого-то это 100 рублей, для кого-то это 1000 рублей. Я не могу настаивать, каждый решает сам, сколько он ежемесячно готов тратить на сохранение красоты и истории нашей страны. Для нас это лучше, чем разовые пожертвования, потому что подписка позволяет нам как-то планировать. Сейчас на подписку у нас не очень много денег собрано, там чуть больше 50 тысяч, и этого недостаточно для нормальной работы фонда. То есть, чтобы нам планировать на месяцы вперед, чтобы брать какие-то крупные проекты, чтобы мы могли нанимать грамотный персонал, который будет нам помогать работать, в том числе и со сложными проектами, подготавливать их. Нам нужно какой-то горизонт планирования, нужен какой-то бюджет, чтобы, людям тоже важна стабильность, кто приходит работать. Сразу скажу, я уже повторялся, то люди в комментариях спрашивают, я не получаю в этом фонде зарплату, я не получаю. Кроме того, я ежемесячно трачу много своего времени, медийного ресурса, и в том числе и денег, для того, чтобы этот фонд работал, потому что мне искренне хочется помочь
городам, нашим городам, селам, деревням, помочь сохранить историческое наследие, помочь там, где просто людям уже некому обратиться. А также на странице помощи вы найдете форму специальную, где вы можете загрузить свою фотографию, если вы хотите всем заявить, что вы помогли. Можно опубликовать свою фотографию. Мне кажется, это очень круто, чтобы люди видели лица других людей, которым не безразлична история, культура нашей страны. Сейчас у нас пока не очень много фотографий, но если вы не против, пожалуйста, загрузите. Будет приятно, когда много хороших, добрых, светлых лиц на одной странице будет опубликовано. Это люди, которые оформляют пожертвования ежемесячные, которые помогают нашему фонду. Также очень круто, если вы поможете с медийной частью, если вы будете распространять у себя в социальных сетях информацию про фонд, информацию про проекты. Если вы опубликуете, поделитесь с друзьями, потому что мало кто знает про фонд, он только начал работать, мы работаем 2 недели, и по понятным причинам не все люди про него знают. Поэтому, если у вас нет денег или нет возможности по каким-либо причинам поддержать нас деньгами, пожалуйста, распространите это видео, распространите в социальных сетях ссылки на нас, ссылки на проекты. И, кстати, я прошу вас подписаться на соцсети наших проектов. Вы сейчас их видите на экране, они также будут в описании к этому ролику. В Твиттере, в Инстаграме, в Одноклассниках, в Телеграме, в Фейсбуке. Подпишитесь, где вам удобно, и следите за новостями. Мы будем периодически публиковать все самое важное. Еще один важный момент. Я бы хотел пригласить к сотрудничеству компании. Если ваша компания, ваш бизнес хочет внести свой вклад в сохранение исторического наследия нашей страны, мы готовы разработать какие-то индивидуальные проекты. Если ваша компания готова вложить деньги, готова сделать что-то хорошее, то напишите, пожалуйста, на почту, которая есть на сайте, и мы с вами встретимся, пообщаемся, договоримся и, может быть, сделаем какой-то масштабный проект. Я со своей стороны буду освещать это у себя на канале, у себя в блоге, на других своих площадках. Сейчас такая ситуация, что если это не сделаем мы с вами, если мы это не сделаем, это не сделает никто. То есть это просто исчезнет завтра. Можно долго сейчас говорить, пусть это власть делает, мы платим налоги. Я понимаю, это несправедливо, я понимаю, это обидно, я понимаю, это неправильно. Да, мы с вами платим налоги. Да, эти налоги идут не на сохранение истории и культуры нашей страны, они идут на пропаганду, они идут на войну, они идут на всякую хуйню, они идут на зарплаты бесполезным чиновникам, которые ничего не могут делать. Но мы сейчас стоим перед выбором. Либо мы это как-то законсервируем, сохраним и сможем передать потом нашим детям, потомкам, которые, возможно, будут с этим как-то лучше обращаться, будут более внимательно к этому относиться. Либо это будет безвозвратно утрачено. Как по всей стране утрачены тысячи, десятки, сотни тысяч памятников истории и культуры. Поэтому сейчас не стоит вопрос, а кто должен делать, да, кто будет вот это сохранять. Пока мы будем спорить и выяснять, пока мы будем ждать, это исчезнет навсегда. Поэтому в настоящий момент мы спасаем те проекты, которые кроме нас с вами никто не может спасти. Всем спасибо, пока. Скоро сделаю новый отчет. Я надеюсь, уже в ближайшее время появятся результаты, готовые проекты, которыми мы с вами сможем гордиться. Все, пока.